Новый день и новая волна бедствий. Стихия не щадит ни мегаполисы, ни маленькие села. Сильнейшие ливни, наводнения, катастрофы и срочные эвакуации. Все подробности уже в ближайшие минуты. Не переключайтесь. Вы на канале «Горизонт событий». Мощный тайфун Камэй достиг побережья Китая, обрушившись на остров Дунцзи у берегов Чжоушаня в провинции Чжэцзян. Скорость ветра в эпицентре достигала 83 км в час. По данным метеорологических служб, город Нинбо оказался в эпицентре стихии. Там за сутки выпало более 370 мм осадков, что стало беспрецедентным показателем для региона. Еще более экстремальная ситуация сложилась в уезде Цыси, входящем в состав Нинбо. Здесь зафиксировано максимальное годовое количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Проливные дожди вызвали подтопление в низменных районах, а также создали угрозу для инфраструктуры и сельского хозяйства. Метеорологи отмечают, что столь интенсивные осадки связаны с высокой влажностью, принесенной тайфуном, и его медленным движением. Это усиливает концентрацию осадков в Чжэцзяне. Из Шанхая было эвакуировано более 283 тысяч человек, их разместили в 1900 временных убежищах. Власти города ввели третий уровень реагирования на наводнения, закрыли пляжи, туристические объекты и приостановили паромное сообщение. В аэропортах Пудун и Хунцзо было отменено около 640 рейсов, что составляет треть от общего числа. Ограничения коснулись также автомобильных и железнодорожных путей. Одновременно власти объявили предупреждение о цунами для Шанхая, южной части Чжоушаня и Тайваня из-за мощного землетрясения магнитудой 8,8 у берегов Камчатки. Хотя высота волн в районе Шанхая не превысила критического уровня, сочетание штормовых нагонов от тайфуна и потенциального цунами вызвало серьезные опасения. Сегодня Камэй продолжает свое движение в сторону провинции Цзинцу, ослабев до тропической депрессии со скоростью ветра около 15 метров в секунду. Португалия столкнулась с серией разрушительных лесных пожаров, которые охватили северные и центральные регионы страны. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите, по всей стране бушуют 34 пожара, из которых 6 признаны крупными. Самый масштабный пожар зафиксирован в районе Понте-да-Барка в регионе Альта-Минью. Высокие температуры, сильные ветры и засушливые условия способствуют быстрому распространению огня, осложняя работу пожарных. Огонь распространяется на двух фронтах, уничтожив уже около 2000 гектаров территории. Сильный ветер и сложный горный рельеф затрудняют тушение. Кроме того, в центральном городе Севердувога за ночь вспыхнул еще один пожар. Всего в тушении задействовано более 2700 пожарных, около 26 самолетов и вертолетов, а также сотни единиц наземной техники. Пожары уже привели к перекрытию ряда автомобильных дорог. Несколько десятков жителей эвакуированы в Понте-да-Барка и Варокки. Около 20 человек, включая 14 пожарных, получили легкие травмы. Около 50% пожаров, начавшихся с понедельника, возникли ночью, что вызвало подозрения в поджогах. Пожар в Пинамакоре находится под частичным контролем, но ситуация в Варокки и Понте-да-Барка остается сложной. Власти рассчитывают стабилизировать положение в течение дня. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Последствия землетрясения на Камчатке дошли вчера и до Гавайев. По всему штату с 15 часов по местному времени каждые 10 минут звучали сирены, призывая жителей эвакуироваться на возвышенности. У побережья Кахаи, на острове Ааху, наблюдалось резкое отступление воды. В Гонолулу и районе Вайкики образовались многокилометровые пробки, так как тысячи людей пытались покинуть прибрежные зоны. Все коммерческие гавани были закрыты, а рейсы на остров Мауи отменены. К счастью, основные волны,
достигшие побережья, не привели к значительным разрушениям. В Кахулуе высота волн достигала 1 метра 74 сантиметра и 1 метра 49 сантиметров в Хилла. Однако, власти призвали жителей сохранять осторожность из-за возможных сильных течений. После цунами на Камчатке в районе Северо-Курильска, на острове Прамушир, на берег выбросило 5 белух. Местные жители пытались спасти животных, поливая их водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи. Сообщается, что после возвращения воды вся семья белух смогла вернуться в океан. Землетрясение спровоцировало камнепад на острове Анциферово, входящем в северную группу большой гряды Курильских островов. Подземные толчки привели к обрушению каменных валунов с покатых склонов острова, представляющих собой надводную часть потухшего вулкана. Это стало причиной беспокойства для местной фауны, в частности, тюленей, обитающих на его скалистом побережье. Животные в спешке покидали опасное место, прыгая в воду. В ночь на 31 июля, около 2 часов 32 минут по местному времени, экипаж рыболовецкого судна заметил перевернутое судно у берегов острова Прамушир. Информация о наличии людей на борту отсутствует, спасательные операции осложнены из-за погодных условий и последствий цунами. Предположительно, судно могло быть унесено из порта, где на острове пострадали рыболовные объекты из-за волн высотой до 5 метров. В ночь на 31 июля после мощного землетрясения начал извергаться вулкан Ключевская сопка. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, извержение началось спустя несколько часов после землетрясения. Раскаленная лава наблюдалась на западном склоне вулкана. Все это сопровождалось мощным свечением над кратером и взрывными выбросами. Пепловый столб поднялся на высоту до 3 километра над уровнем моря. Облако пепла распространилось на 58 километров на восток. Экстремальные ливни накрыли город Абха, административный центр провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии, и вызвали масштабное наводнение. Улицы города превратились в бурлящие реки, на отдельных участках транспортное движение было практически парализовано из-за потоков воды. Сообщается о повреждении сотен транспортных средств, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий. Наводнение затронуло не только Абху, но и другие районы провинции Асир, включая Хамис-Мушрейт. Местные власти и Управление гражданской обороны Саудовской Аравии призвали жителей избегать низменных зон и водоемов, а также соблюдать осторожность на дорогах. Экстренные команды работают над устранением последствий стихии, проводится откачка воды и разбор завалов. Абха, расположенная на высоте 2261 метра над уровнем моря в горах Джебаль-Хиджаз, имеет более прохладный и влажный климат по сравнению с остальной частью Саудовской Аравии. В свою очередь, из-за климатических изменений в последние годы регион Персидского залива все чаще сталкивается с экстремальными осадками. Австралия произвела первый пуск орбитальной ракеты-носителя собственного производства «Эрис». Испытание завершилось аварией, аппарат рухнул через 14 секунд после отрыва от площадки. Несмотря на столь короткий полет, компания-разработчик Gilmour Space Technologies сохраняет позитивный настрой, назвав испытание важным шагом для национальной космической отрасли. Запуск ракеты состоялся утром 30 июля с космодрома Боуэн в северной части штата Квинсленд. Аппарат поднялся в воздух, но вскоре отклонился от траектории и рухнул неподалеку от пусковой установки. Согласно данным компании, продолжительность полета составила 14 секунд, двигатель при этом проработал 23 секунды.
В аэропорту Анталии произошел очередной инцидент с самолетом Boeing 777-300 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшим рейс из Стамбула. После штатной посадки и во время руления по взлетно-посадочной полосе авиадиспетчер заметил дым, исходящий из шасси. Все 247 пассажиров и 13 членов экипажа были оперативно эвакуированы по надувным трапам. Сообщается, что обошлось без пострадавших. По словам представителя Turkish Airlines, причиной задымления стала техническая неисправность гидравлики в системе шасси. Город Манди в индийском штате Химачал-Прадеш оказался в эпицентре разрушительного наводнения, которое началось еще в ночь на 28 июля после продолжительных ливней, вызвавших внезапные паводки и оползни в районе Манди. По данным местных властей, интенсивные осадки привели к разливу реки Биас и переполнению местных водостоков, что вызвало затопление ряда районов. Основные дороги, включая национальное шоссе Чандигарх-Манали, были перекрыты из-за оползней и разрушения инфраструктуры. Согласно данным Государственного центра экстренных операций, за последние дни в Манди было зафиксировано 253,8 мм осадков. Вода из переполненных водоемов смыла дома, транспортные средства и инфраструктуру, оползни заблокировали ключевые дороги. Официально подтверждена гибель 3 человек. По данным Государственного центра экстренных операций, в штате повреждено 1320 домов, 200 дорог, 62 трансформатора и 110 систем водоснабжения. Общий ущерб от муссонных дождей в Химачал-Прадеше оценивается в $1,82 миллиарда. Власти Химачал-Прадеша и местная администрация Манди предпринимают экстренные меры. Около 250 человек участвуют в поисково-спасательных работах. В труднодоступных районах используются дроны и собаки-ищейки. За 32 часа в Манди удалось спасти 316 человек. Создан временный лагерь для пострадавших в Випаша-Садан, куда доставляются продукты питания, одеяла и медицинские наборы. Власти подчеркивают, что подобного масштаба разрушений в Манди ранее не наблюдалось, жителей призывают соблюдать меры предосторожности. Индийский метеорологический департамент выпустил оранжевый уровень предупреждения о продолжении сильных дождей в Манди, Кангри и Кулу, а также желтый уровень для других районов штата. Барнаул, столицу Алтайского края, накрыл мощный ливень с градом, вызвавший масштабные подтопления в нескольких районах города. По данным метеорологов, за сутки выпало более 50 мм осадков, что составляет больше половины месячной нормы. Ливень привел к затоплению более чем десятка улиц. К вечеру в пострадавших районах образовались 10 пробки. Водители жаловались на непроходимость улиц, движение общественного транспорта было временно изменено. Городские службы, включая Автодорстрой, оперативно приступили к устранению последствий. Велась очистка ливневых решеток и откачка воды в наиболее проблемных зонах. Сильный ливень обрушился на поселок Никель в Печенгском муниципальном округе Мурманской области и привел к стремительному затоплению улиц и жилых домов. Вода проникла в подвалы, а также привела к размытию дорожного покрытия на трассе Заполярный-Сальмиярви. На фоне непогоды в Никеле произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего также было прервано водоснабжение и доступ к интернету. Жители сообщают о полной изоляции из-за отсутствия связи. В Рижском заливе, в районе города Саул-Красты, вчера удалось запечатлеть водяной смерч. По данным метеорологов, явление продолжалось несколько минут, после чего вихрь растворился в воздухе, так и не достигнув побережья. Это были события дня. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся завтра.